И вновь с недельным выпуском подкаст «Просто о сложном». Только что вы видели кадры не очень нового уже модели ноутбука, но я не могу пропустить, чтобы о нем не рассказать, потому что, мое мнение, этот ноутбук и эта компания достойны уважения и достойны того, чтобы о нем рассказывать, даже если это уже не совсем новая видеокарта и не совсем новый процессор. Речь идет об компании Alienware и ноутбук i17. И это, как все знают, это дочернее предприятие компании Dell, игровое подразделение компании, которое выпускает ноутбуки и стационарные такие станции или игровые станции именно для гейминга. Но в отличие, допустим, от многих других компаний, даже против моей любимой MSI, к примеру, этот ноутбук сделан более не просто сдержанным, он сделан таким немножко даже утонченным. Грани достаточно тонкие, и когда его берешь в руки, ты даже не понимаешь, что это ноутбук предназначен для жестких гейм и баталий. Скорее всего, ты думаешь, что это ноутбук предназначен для какой-то офисной работы красивой или для того, чтобы, допустим, делать какие-то графические проекты, но никак не для игр. Он не кричит своей такой навязчивыми красками. Он, конечно, бело-черный, как вы видели. И этот ноутбук отличает только от офисных тем, что у него достаточно большой экран и 17 дюймов, поэтому называется i17. Но, например, у меня MSI Titan, по которому я еще сделаю свой обзор, у него 18 дюймов. Теперь немножко о самом ноутбуке, о той комплектации, которая сейчас у меня есть. И это процессор 12-го поколения i9 1290HK на 2500 ГГц. При разгоне может уходить до 5 ГГц. И достаточно мощный процессор с открытым ядром. Рама здесь установлена 64 гига, DDR5, естественно. И видеокарта здесь установлена 3080 Ti с 16 гигами на борту. А за storage отвечает 4 терабайта SSD. То есть, как видите, несмотря на то, что ноутбук, как я сказал, достаточно не новый, так как у него карта 3080 Ti, но все равно он достаточно мощный, еще может потягаться со многими ноутбуками, которые сейчас выпускают. Будем так говорить, многие люди даже на данный момент не имеют стационарных компьютеров такой мощности. А тут ноутбук. И ноутбук достаточно мощный. Теперь, что касаемо его не только начинки, моих личных ощущений и того, с какой комплектацией он у меня есть. Я вам сейчас это покажу. Еще раз показываю комплектацию, хотя в ролике, который был перед, вы ее видели. Это наушники, фирменные наушники от компании Alienware. Работают они как на канале 2,5 МГц, так и от Bluetooth тоже. У них есть такой вот встроенный микрофон, и есть микрофон, который более предназначен для игр. То есть он вот так вот вставляется в середину через простой джек 3,5 мм. И подсоединяясь, потом вы получаете как бы даже объемный звук. Звук очень хороший. Для игр он очень важен тем, что слышишь любые шорохи, любые движения. И микрофон тоже очень и очень неплохой. Теперь, что дальше? Клавиатура здесь находится
обычная от SteelSeries. И она тоже очень хорошая, с очень хорошим ходом. Вот так она звучит. Очень хорошо. Сверху разместился вот такой вот в виде логотипа Alienware. Это кнопка для старта. Регулироваться все это также может в специальной программе. То есть, вот вы можете увидеть, я сейчас открою программу, специальную Alienware программу, где можно видеть сразу же мышку, которую ты можешь отрегулировать и движение, и цвет ее, потому что вот она подсвечивается таким образом. И то, как она, будет реагировать на движение. Также ты можешь реагировать цвет вот этих вот логотипов на твоих наушниках, что, конечно, очень приятно. Можно регулировать цвет, естественно, ноутбука вот самого вот этого логотипа, вот этого. А также можешь регулировать то, что полностью на ноутбуке, то есть всю клавиатуру, сзади, подсветка самого вот этого ободка, которая сзади. Это достаточно так неплохо. Вот я вот сейчас, допустим, выставлю. Я только выставил. Я Save Preset нажал. И сзади вы будете видеть точно такие же цвета. Могу только одно сказать, что, конечно, вот эта вот линия внизу, это очень-очень красиво и очень неплохо. Но так как вы, допустим, этот ноутбук у вас будет в темноте, к примеру, и вы захотите найти в темноте под этой подсветкой USB или Type-C, которые находятся все сзади, но это практически невозможно. Вся эта подсветка, которая вокруг, она типа ослепляет. И приходится, конечно же, допустим, делать следующее. Приходится вот ее brightness, ее уменьшать, для того, чтобы хоть как-то увидеть. Вот таким образом она стала меньше. Но выглядит это эффектно. Это игровой компьютер, поэтому выглядит это эффектно и очень красиво. Допустим, у MSI такой функции нету. Ну и ладно. Мне это не так столь важно, есть она эта функция или нету. Естественно, можно регулировать цвет всех клавиш. Они у меня сейчас выставлены обычной такой подсветкой. Вот такая вот система. Через эту же систему можно смотреть полностью, как работает компьютер. То есть загрузка ЦПУ, загрузка вообще самой памяти, насколько драйв, перформанс можно, баланс, бэттери и все остальное. Можно все полностью регулировать в этой программе. Сейчас я ее закрою. Это у меня открыта программа от NVIDIA, для того, чтобы вы видели тоже, что у меня на борту стоит у этого компьютера. Еще раз показываю, как он выглядит. Выглядит достаточно тонко. Для игрового ноутбука он выглядит очень тонко и очень изящно. И вот эти вот цвета, которые выбраны, это такой не белый, а такой немножко как бы темно-белый, будем так говорить, тоже выглядит очень выгодно и очень интересно, когда смотришь на него. Здесь вот поверхность, где вот я вот сейчас трогаю, она soft touch, то есть как бы такая прорезиненная. И большое спасибо, эта поверхность soft touch, она не маркая. То есть вот я провел рукой, теперь я могу смотреть, ничего не маркая, все очень хорошее. Потому что на многих ноутбуках делают это стеклянным. Допустим, я еще не знаю, как это будет на моем новом MSI Titan. Там то же самое поверхность, но так как там нету, я потом расскажу, как это, нету самого тача, как здесь, вот, а там он, так сказать, подсвечивается, то вся поверхность стеклянная. Я думаю, что это скажется на том, что он будет очень-очень марким.
На данный момент я устанавливаю только одну игру для этого ноутбука, чтобы показать вам потом кратко его работоспособность. Это игра последний Doom Darkness. Я знаю, как эта игра реагирует и как на ней играется на моем MSI Titan с мощной картой 4090. И там у меня больше оперативной памяти. Я хочу показать вам, как эта игра будет идти на этом ноутбуке. И доказать это тому, что этот ноутбук все же очень-очень, ну, может еще потягаться со многими ноутбуками, которые есть. Также перед тем, как перейти также к тестам этого ноутбука в плане игр, я еще раз попрошу всех моих зрителей поставить лайк или дизлайк этому видео. Также прошу подписаться на мой канал, кто первый раз видит это видео. И мне будет приятно, я буду знать, что кому-то это видео нужно и кто-то это видео смотрит. Проинсталлировав эту игру, и потом мы запустим еще 3D Mark для того, чтобы показать, как говорится, сколько он набирает и какие результаты он дает при тестировании. И сделаем какие-то свои выводы по его производительности. Теперь, что касаемо личных моих, так сказать, впечатлений от этого ноутбука. Так как я им пользовался, ну, будем так говорить, не очень долго. После этого у меня была еще череда того, что я купил другой ноутбук. Сейчас в комплектации этого ноутбука, который, еще раз повторяюсь, входит его мышка, его наушники. В комплектацию даже входит вот такая салфетка с подписью Alienware. Для наушников специальная, тоже такой мешочек мягенький, тоже с подписью Alienware. Также в комплектацию у меня входит большой рюкзак, тоже Alienware. И если вам не хочется таскать рюкзак, а перенести надо с места на место недалеко, у меня еще есть такой специальный конверт Alienware. Теперь о личном мнении об этом ноутбуке и о том, ну, я честно скажу сразу же, какие, по моему мнению, есть минусы. Минусы в том, что, к примеру, у него нету никаких портов ни справа, ни слева, только есть вентиляция, а также спереди. То есть вы не найдете там USB или Type-C, все вынесено назад. То есть это предусматривается то, что вы подключили и забыли. А, к примеру, когда хочется подключить какую-нибудь флешку или что-нибудь еще к нему, тебе надо лезть снова назад. А если этот ноутбук стоит на каком-то твоем рабочем столе, не всегда это удобно сделать. То есть вот это вот такое упущение со стороны Alienware. Но я так думаю, они думали так: слушайте, 4 терабайта на борту, зачем там флешки? Ну, флешки иногда нужны для переноса данных. И по этой самой причине иногда надо ее вставить назад этого любого ноутбука, как, допустим, на том же MSI, на том же GPD есть и сзади порты, и сбоку есть порты. Не обязательно им пользоваться постоянно, но иногда это очень необходимо. Следующее, что мои претензии по этому набору, так сказать, и что у меня есть. Если взять наушники, они достаточно хорошие, но в них есть и Bluetooth, в них есть и на 2,4 кГц тоже подключение. И подключение происходит за счет такого тоненького дангла, который находится тоже сейчас сзади. Вы, наверное, его тоже заметили, он подсвечивается. И подключив через этот дангл, ты можешь регулировать вот эти все свечения вот этих вот двух, как это сказать, голов. И, ну, вот сейчас они у меня ушли в режим спячки. Снова их включу потом. То есть через дангл. Но можешь через Bluetooth подключить. То есть есть такой вот выбор, как подключать вот эти вот наушники. Я когда покупал
вот эту вот мышку, она безумно хороша в использовании, когда ее держишь и играешь, допустим, или что-то делаешь. Ну, две кнопки, которыми я пользовался, немножко затертые, но не сильно. Она в хорошем состоянии. Здесь есть такая как бы маленькое гнездо. Это, конечно, удобно, куда ты вставляешь донгл на 2,4 ГГц, который тоже сзади находится, ноутбука подключенный. Наверное, вы уже предчувствуете, какой минус я сейчас скажу. У этой мышки нет Bluetooth. Я вообще, когда покупал, я даже не обращал, потому что для меня это было нормально, чтобы у нее было. У нее нету Bluetooth. Конечно, для игр, для малой задержки, если это профессиональный игрок какой-нибудь, он будет пользоваться только 2,5 ГГц или лучше проводом, который, кстати, тоже подключается к этой мышке. Вот такой длинный провод, очень высокого качества, плетеный. Единственный минус тоже: не теряйте этот провод, потому что подсоединение мышки по проводу происходит через вот такой вот как бы шлюз, и будет туда засовываться этот провод так, что только этот провод может туда подсоединить, и только с помощью этого провода вы можете подсоединить мышку к компьютеру, и не только подсоединить, но и заряжать тоже. Архи неудобно. Неудобно в чем? Я не профессиональный геймер. Я люблю поиграть. Мне очень нравятся игры, такие как Doom, такие как Counter-Strike, такие как Quake, такие же как Medal of Honor, гонки какие-то. Мне нравятся динамичные игры типа Mortal Kombat. Ну, я их стараюсь играть джойстиком и на моем компьютере GPD или с помощью джойстика Xbox для Xbox. Но мне не так важны эти миллисекунды для того, чтобы играть в эти игры. Поэтому почему бы не сделать подсоединение мышки по Bluetooth? Я расскажу, в чем тут, как говорится, фикус-пикус. Подсоединяя наушники через донгл, подсоединяя вот эту вот мышку через донгл, вы лишаете сразу же двух портов. Один Type-C и один USB третьей генерации. И остается там только HDMI и еще два порта USB для подсоединения каких-то внешних устройств. То есть два порта вы теряете для того, чтобы подсоединить вот эти два девайса. Первое. Если это... Я тоже думал, ну ладно, и вы не хотите Bluetooth, вы хотите 2,4. Так спрячьте каким-то образом этот донгл уже в середину компьютера, чтобы не терять этот порт. И пускай эта мышка под нему и подсоединяется, а не так, что донгл торчит сзади. Во-первых, он торчит сзади. Мне это тоже не всегда нравится. Особенно, когда я подсоединяю наушники. Наушники сейчас я вам покажу. Я отсоединю этот донгл и покажу. Он выглядит вот таким образом. Он, конечно, типа выглядит очень стильно. Я его храню в кармашке для этих наушников. Для наушников вот этот вот, сейчас я покажу, вот такой вот красивый мешочек. В этом мешочке есть еще кармашек. Можно хранить там этот провод, чтобы он не потерялся. Можно хранить донгл для этих наушников. И сами наушники, ну, конечно, они выглядят очень хорошо. По этой самой причине там даже подозрения на царапины на нем нету. На этих наушниках. Я постоянно люблю, чтобы все находилось в таком красивом состоянии. Вот. Но почему не сделали Bluetooth на наушники? Ну ладно, меньше. Я бы понял, если бы это была бы просто проводная мышка. Но когда на беспроводной мышке нету выбора, для меня это большой минус. Ладно, следующее, что можно сказать про этот ноутбук. Он, кстати, не настолько тяжелый, но
я снова вам скажу. Блок питания у него хоть и маленький, но он все равно есть. И он все равно не маленький. Следующее, что я могу сказать. Я его покупал, и он у меня Ультра HD. Разрешение дисплея сейчас, чтобы вот даже не обмануть вас, я просто дисплей сеттинг открою и скажу вам разрешение. Разрешение дисплея 1920 на 1080. Это Ультра HD. Скажете, ну что ж так, покупал такой мощный компьютер и не купил 4К. Скажу так, покупал это с тем, что мне казалось, что видеокарта, которая здесь установлена, и когда ты будешь играть в игры и выдавать с помощью видеокарты и процессора всю ту графику, которую мне хотелось бы видеть, да еще на 4К дисплее, это будет очень напряжно. То есть, компьютер будет выть и будет просто взлетать. Если взять, допустим, сейчас мой MSI Titan, то у него 4К дисплей, у него мощная видеокарта, у него много оперативки и более мощный процессор. Обо всем этом я расскажу в каких-то других моих обзорах. Но я вам честно скажу, когда я запускаю игру, тот же самый Doom, компьютер вентиляция начинает работать. Не мощно, но достаточно. Когда же я запущу здесь, он тоже будет работать, вентиляция тоже будет работать, но не настолько много. Я вам скажу честно, на вот этом вот дисплее на 17 дюймов такое разрешение вполне достаточно. Плюс к тому я могу запустить эту игру, допустим, если на ультравысоких настройках, даже не будет видно, что у меня дисплей вот такого разрешения. Для всех остальных задач этого достаточно, потому что дисплей достаточно яркий. Я даже его пробовал, поверьте мне, на открытом небе, где солнце. Не блекнет, нормальный. Дисплей не отсвечивает, потому что он матовый. То есть, это тоже большой плюс для меня всегда. И не матовый, для меня это тоже важно. Как вы знаете, я не люблю, когда аппаратура заляпана, там поцарапана или что. То есть, когда дисплей, допустим, у меня на GPD он глянцевый, и там любое касание пальца через какое-то время превращается в отпечаток. На таком дисплее, если даже ты дотронешься хоть здесь и не тачскрин, и незачем дотрагиваться, дисплей все равно не видит ваших отпечатков пальцев. То есть, для этого это хорошая вещь. Да, вот я вам сейчас показываю, где Doom на данный момент проинсталлировался на самом Steam. И сразу хочу ответить на вопрос по поводу того, почему я не делаю скрин экрана и почему я не показываю более, можно сказать, качественные или как-то, когда можно посмотреть полностью, как делают люди со стримов любых игр. Сделано это очень просто, для того, чтобы вы видели четко, что это действительно запускается на этом ноутбуке. Это не какой-то другой ноутбук. Это действительно запускается на этом вот ноутбуке. И что, как вам сказать, я хочу быть до конца честным с моими подписчиками и с теми, кто меня смотрит, потому что я не хочу обвинить всех, кто делает обзоры на ноутбуке и потом делает вот такой скрин. Иногда, конечно, есть подозрения, а вообще вот то, что вы делаете скрин, это точно на этом ноутбуке запущено или нет? Я вот прямо при вас запускаю, первый раз запускаю Doom на этом компьютере и хочу сам посмотреть, как он запустится. Вот я сейчас запускаю, посмотрим, что там будет и что там будет при его запуске. Вот что-то он там думает. Первый раз, я знаю, Doom запускается не очень быстро. Включу звук.
Мгм. Сейчас он, да, сейчас он хочет проинсталлировать что-то еще дополнительное. То есть running install script Microsoft VC Redistributions. Когда он будет проинсталлировать, и игра начнет запускаться, мы продолжим. Ну вот, проинсталлировалась некоторый патч для Microsoft, ну, как всегда, это все же компьютер Windows. После того, как все проинсталлировалось, возникает вот такая вот Play для того, чтобы играть. И я сейчас запущу при вас. Это все тот же Alienware, чтобы вы убедились. И мы посмотрим вместе, каким образом игра идет на этом чудесном ноутбуке. Всегда первый запуск любой игры, как вы знаете, идет не так быстро. Ну вот, погас экран. Вот это звук, который идет. Звук включу немножко погромче. Как вы знаете, почему я хочу именно на Думе вот это вот сосредоточиться, и почему я хочу на Думе показать, как он идет и как он инсталируется. Потому что это одна из самых мощных сейчас график, одна из самых последних игр, которая требует очень больших ресурсов. Во-первых, сейчас вы услышали, как работают вентиляторы. Сейчас я выключу звук, и вы послушайте, как работают вентиляторы при запуске этой игры. Вы не слышите этих вентиляторов. И для вас, конечно же, это очень большой, прям не шок, а удивление. А это как раз то, что я вам говорил, что запускай не на 4К, и поэтому ноутбук не взлетает прямо. Я не должен его придерживать из-за того, что он превращается в пылесос. Нет, MSI Titan тоже так не делает, но здесь еще тише. Будем запускать дальше. Давайте посмотрим по сеттингам, что у нас установилось автоматически. Сделаю звук немножко ниже, для того, чтобы вы слышали о том, о чем я говорю. Full screen. Монитор Default, естественно, потому что это один монитор, сейчас больше ничего не подключено. Давайте посмотрим. Я ничего сейчас не регулировал по самой графике. Я хочу посмотреть просто, как он запускается. Регулировка самих кнопок. Все остальное. Так, давайте пойдем дальше. Он совершенно... Теперь посмотрите, как он запустился на этой карте с этим процессором. Ultra Nightmare, Ultra Nightmare. Можно ли что-то сделать выше? А вот ничего нельзя сделать выше. Он запустился на самых высоких настройках. При этом у него RAM используется совсем мало. То есть, если вы посмотрите на вот эту вот, сколько выходит видеорама используется, он использует совсем мало, 3910 при возможных. То есть, почему столько возможных? Потому что система сама забирает. То есть, вы это знаете. Давайте идем назад. На данный момент она запускается не с самого начала. Я не хочу сейчас запускать сначала и сбрасывать все на своем этом... прогресс игры я не хочу сбрасывать. Я уже играл на другом ноутбуке. И на данный момент,
как вы сейчас увидите, уже какое-то процентное соотношение пройдено, но это не говорит о том, что вы не сможете посмотреть, как работает графика на этом компьютере. Давайте запустим. Мощнейшая игра. Смотрите, как она запустилась. Она быстро очень проинсталлировалась на нем. Ко всему прочему, она очень быстрая. И вот смотрите, какая графика. Ой, я в этом регионе я уже всех перестрелял. И просто хочу вам показать, каким образом все это выглядит. И как это вообще все очень и очень красиво. Дальше идем. О, что-то у нас здесь за это. Дальше идем. Очень много локаций. Ну, давайте так. Я сейчас запущу игру на другой локации, чтобы вы убедились, что игра совершенно не тормозит. Exit to main menu. Accept. Снова main menu. Снова то же самое. Сюда. И я сейчас запускаю в другом месте. И смотрите, она точно так же быстро запустилась. Это другая локация. Сейчас вы посмотрите, как он играет. Вот, пожалуйста. То есть выстрелы, есть бои и так далее. И по этой самой причине, ну, вообще полностью не просто нету тормозов, а тормоза как таковые отсутствуют. Я не буду углубляться сейчас в сюжет и бегать и искать что-то. Я просто хочу вам показать, что на полной настройке просто я обалденно люблю эту игру. Если хочешь расслабиться или что-то. А самое нормальное, что компьютер, ноутбук, вот с его видеокартой, пускай 3080 Ti, и с меньшим количеством рама, тянет эту игру вот настолько классно. Еще раз сейчас перестану говорить и сделаю побольше, чтобы поменьше звук. Вот таким образом, пожалуйста, послушайте, работает вентиляция на этом ноутбуке. Да, как вы слышите, она естественно работает. И естественно она нормальная. Я выхожу из игры. Я надеюсь, этот маленький экспириенс поиграть со мной вместе с последнюю игру, одну из самых мощнейших, я считаю, это Doom, вам понравилось. И сейчас мы сделаем окончательные выводы по этому ноутбуку. Использование этого лаптопа, это, допустим, играть в игры, если это игровой лаптоп, а также я даже не стал показывать, как он там браузит интернет, как он там смотрит видео YouTube. Естественно, это совершенно без тормозов. Естественно, это очень-очень быстро и очень классно. Ну, и еще бы, с такой видеокартой вместе с таким процессором, плюс 64 DDR RAM, он, конечно, будет работать классно. Ко всему прочему, этот лаптоп
как и многие лэптопы, почему я люблю, они собраны и спроектированы компанией, все компоненты, достаточно очень скрупулезно. По этой самой причине в этом лэптопе вот тот процессор, который мы видим здесь, а также именно та видеокарта, которая здесь находится, и RAM, которая находится, и материнская плата, на которой это все расположено, она спроектирована компанией Dell, подразделением Alienware, чисто для этого лэптопа, рассчитан сам корпус, для того, чтобы не было никаких перегревов и для того, чтобы все оборудование работало очень и очень хорошо. За это я, конечно, люблю именитых брендов лэптопа. И то, что я взял GPD, маленький лэптоп, это было и есть чисто моим как бы экспериментом. Но если бы мне сказали: Вадим, возьми большой лэптоп для игр и для какой-то офисной работы от тех же китайских производителей, я вам скажу честно, до сих пор я бы думал, делать это или не делать. Все лэптопы, которые сейчас находятся в моей семье, которыми мы пользуемся, они все от именитых брендов. То есть у супруга использует лэптоп Asus Duo, я использую MSI Titan. Ну и, как видите, здесь тоже Alienware Dell. А на этом я заканчиваю свой подкаст. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк или дизлайк, если вам не понравилось это видео. Также подписывайтесь на мой подкаст. Тогда я буду видеть, что кому-то мое видео интересно, кто-то мое видео смотрит. И до следующих встреч!